Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же мысль не даст вам покоя? Эта мысль станет вашим наваждением. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, пишите побольше комментариев для продвижения канала. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Был период в вашей жизни, когда, знаете, вот как будто все с ног на голову перевернулось. Вот такой переворот в жизни абсолютный, на 180 градусов. С чем это связано? Это связано было с женщиной, снова у нас пентаклевая королева выпала. Женщина, которая любила слишком сильно деньги. Не вас, а деньги. Вот эта женщина разрушила вас. Эта женщина поселила хаос в вашей душе. И эта женщина очень сильно вас изменила. Знаете, вот все, что происходит в вашей жизни, это очень такой большой жизненный урок. А вы довольно хороший ученик, я вам скажу. Вы в жизни вы делаете работу над ошибками. Это не только касается женщин, это вообще вот что бы ни случалось там по работе с друзьями, да, разные могли быть перепалки, лихие 90-е. Здесь все, знаете, вот все вместе. Вы всегда вот анализируете, вы делаете именно как раз работу над ошибками, по-другому и не скажешь. Так, закрытая карта. Вы знаете, вот вы даже здесь пытаетесь закрыться, но мы сейчас вас откроем. Все равно, как бы вы не прятали вот в душе, как вам плохо. Вы на самом деле человек, вот вроде бы вы такой вот рубах парень, да, вот, ну, весельчак, весельчак У, да, как в «Гости из будущего». Но у вас есть такие вот потайные вашей души, которые вы не хотели бы вообще никому рассказывать. Это связано с болью, это связано с предательством, это связано с прошлым, конечно же, женщины. Это такой ваш очень болезненный осадок, который вы не хотели бы бередить. Это ваш, ну, такой кошмарный сон, да? Мы не будем слишком туда влезать, дабы не бередить ваши душевные раны, чтобы, ну, в очередной раз больно не делать. Вы человек, который, знаете, вы познали слишком много обмана в своей жизни, но быть доверчивым вы так и не разучились. Вот вы как были доверчивым таким, даже в чем-то, может быть, наивным, все равно вы таким вот и остались. Ну, другим вы, конечно же, уже не станете, уже взрослый, сформировавшийся мужчина. Причем, знаете, вот даже сейчас, как будто в вашем окружении, вот у меня такое ощущение, что у вас есть какая-то, ну, хитрая лиса, назовем так. Опять же, это проиграется у всех по-разному. Ну, давайте хоть немножко намек. Вот это могут быть и по работе какие-то коллеги, так скажем, с кем вы работаете. Есть человек в вашем окружении, который абсолютно неискренне к вам относится. Может улыбаться, может притворяться даже вашим другом, приятелем. Но будьте осторожны, человек может подставить, человек может реально навредить вам. У кого-то может проиграться, что это новая любовь. Это касается тех, у кого, может быть, вот сейчас завязались новые отношения, новое знакомство, да. Человек не очень-то, ну, женщина это, да, вот, опять же. Она не очень искренняя. Вот вы пригрели лису, так скажем, хитрую лису. Вот очень четко, да, вот эта карта очень четко говорит. Вот вы лисичку, да, вот она пригрелась, и эта лисичка, которая так любит денежки. Вот она поначалу, вот именно вот эта первая, вернее, не первая, а новая любовь, она будет притворяться, она будет такая вся белая пушистая, она такая вся любящая, заботливая, ну такая вся сюси-пуси, да. А потом она вам покажет еще, где раки зимуют, она вам покажет очень много, ну, конечно же, к сожалению, негативного покажет.
именно своей корыстности. Поэтому будьте осторожны, дама непростая. Здесь может быть подвох тоже. Далее. Смотрите, дороги, в вашей жизни много дорог. Либо же это с работой связано, либо просто у вас как бы есть своя машина, да, и вы постоянно за рулем ездите. Причем это, знаете, может даже проигрываться, что это ваша мечта была. Вот иметь машину, да, вот за рулем быть. Это такая ваша, ну, своего рода отдушина, что ли. Далее. Ну вот смотрите, снова у нас по дьяволу падает такой большой-большой осадок в вашей жизни. Вот снова, ну никуда от прошлого не денешься. Вот никуда, ну не обойдешь, не обменешь его никак. Из-за предательства в вашей жизни 100% было рано или поздно в вашей жизни предательство от женщины. Возможно, даже не один раз у кого-то было. Ну, вернее, если 2 брака, допустим, да, 2 отношений в таком плане. После этих отношений в вашей жизни поселилось, ну, в душе, вернее, не в жизни, а в душе, много страхов, поселилось много сомнений. Вы стали не такой уверенный в себе. Это может проигрываться даже, знаете, вот, ну, к примеру, вот элементарный пример я привожу. Допустим, раньше вы могли, ну, так легко и просто знакомиться с женщинами. Вы могли пофлиртовать, вы могли, знаете, такой рубаха-парень весь, на одной ноге крутится, весь из себя. Сейчас вот, чтобы вам познакомиться с женщиной, но это уже, ну, как-то проблематично. Это может быть какое-то типа стеснительность, это может быть какая-то закомплексованность, это может быть неуверенность в себе. Именно после вашего разрыва. Почему после разрыва? Ну, конечно же, это ваша распрекрасная дама мечевая, которая... Она настолько, вот ваша бывшая, она настолько вот вам делала больно. Это может быть даже когда вы уходили уже, последние там дни, месяцы, там, я не знаю, вот последние недели. Это может быть, что она вам сказала что-то очень такое гадкое, очень унизительное. Это может быть какая-то колкость ниже пояса по поводу каких-то ваших таких любовных способностей, да. Я уже как-то ну, вернее, даже не раз, я много раз рассказывала в своих видео. Ну и сейчас расскажу, да, для гостей канала. Довольно часто женщины, когда расходятся с мужчинами, они вот просто назло, чтобы сделать больно мужчине, говорят разные гадости. И, конечно же, естественно, любая женщина знает, что для мужчины шуточки ниже пояса – это унизительно, а тем более какие-то гадости говорить, да. Ты никакой любовник, у тебя размер не тот, да ты ни хрена не умеешь. Ну, в таком ключе, понимаете? И такие гадости, они очень глубоко откладываются у мужчин в подсознании. У кого-то начинается приобретенная импотенция. Я делаю акцент на том, что это приобретенная импотенция. У кого-то это как раз и проявляется вот в стеснительности, в робости перед новыми отношениями, да, вот этот вот червячок такой сидит вот в голове и постоянно вот точит вот мысль, да, что а вдруг я действительно плохой, да, а вдруг действительно у меня там размер не такой, а вдруг я и правда ничего, ну, не умею, да, вот в таком плане. Из-за этого проблемы у многих мужчин и со знакомствами новыми, проблемы в постели. И, знаете, вот в этом случае может вылечить только настоящая женщина, новая женщина, которая станет действительно вашим другом, вашей любовью, которая вселит в вас ту уверенность. И, конечно же, скажет: да ты классный, ты суперлюбовник, да у меня таких, как ты, не было. Понимаете? Поэтому такой момент может проигрываться. Вот еще есть такие вот какие-то страхи у вас, сомнения, опасения, да, вот отсюда
есть проблемы в личной жизни, потому что вот как-то я не вижу слишком много активности в отношении женщин. Вот я не вижу. Да, у некоторых вот проигрывалось, что есть там какие-то начальные этапы отношений, да, но в принципе, да, вот если в целом брать, ну, я не вижу активности большой. Я не вижу, чтобы вы там, ну, реально выходили на охоту на женщин, да, там с очком стою такой за деревом и ловлю женщину. Ну, нет такого. Вот скорее это какие-то дружеские, либо же это просто такие одноразовые девочки. Вот, ну, это все не то пальто. Далее, давайте-ка будем разбираться все-таки с вашей буйной головушкой. Что же происходит, да, вот какая же мысль не будет давать вам покоя? Вы знаете, с одной стороны, вроде бы вы, как любой нормальный человек, хотите, да, хотите семью глубоко в душе, хотите любить и быть любимым, да, ну то есть это нормальное такое человеческое желание. Все мы люди парные, всем хочется пару, но настоящую пару. Но знаете, вот что я вам скажу, чем больше вы находитесь без женщины, тем больше вы понимаете, что кому-то это в кайф, кому-то из вас. Чем больше вы находитесь один, вы понимаете, что вы уже привыкли быть один. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и есть ли такие вот желания у вас. Кому-то из вас приходят мысли, что да, наверное, уже и не получится ни с кем серьезных отношений. Понимаете, чем больше вы один, тем больше у вас вот эта мысль, что все, я останусь один на всю оставшуюся жизнь. Да, можно пороманить иногда, да, не без этого. Уж от горя, от тоски. Но вот как-то мысль вот эта, что все, я больше ни с кем не буду, мне никто не нужен, а кто-то реально начнет кайфовать, потому что нет птички, мозга клюйки. Я что хочу, то и делаю. Я куда хочу, туда лечу. Мне никто не указ, да. То есть в этом, в принципе, если так разобраться, в этом есть свой кайф. Но вот какие-то, вот знаете, это как, я не знаю, вот такие мысли, они как наваждение будут. Вы сами начнете удивляться, да, что почему вот, ну почему я постоянно об этом думаю, почему я так разочаровался в женщинах. Вы даже, может, почувствуете, что я не хочу даже знакомиться особо. Ну, там будет роман с кем-то такой проходящий, ну, по романю, да. Вот в таком плане. Причем еще может, знаете, вот проигрываться, что некоторые из вас будут жить просто ради детей. Особенно это касается тех, кто живут с детьми. Вот реально вы, знаете, как будто, ну, сознательно или подсознательно, но вы поставите вот на своей, ну, вернее, мысленно, да, будете ставить крест на своей личной жизни. А все из-за вот этой вашей медузы Горгоны из прошлого. Понимаете? Вот как-то у меня у самой даже какой-то шок-ступор. Настолько вы войдете в такое вот состояние какой-то, ну это даже не депрессия, но это апатия какая-то, да, это бессилие, потому что здесь еще могут такие мысли быть, потому что вы, ну некоторые из вас, да, потому что это общий расклад, помним об этом. Такие мысли могут быть, потому что вы в своем окружении вы не видите достойной женщины, с которой, ну, реально можно было бы строить семью. С вредными привычками, курящие, гулящие, пьющие, ну, то есть, да, вы, плюс вот эта корона у многих на голове. И вы реально понимаете, а с кем строить семью, а с кем строить серьезные отношения, если на то пошло. Напишите в комментариях, есть такой момент. Потому что у вас даже, смотрите, у вас может даже быть, ну, на работе, там, я не знаю, в каких кругах вы общаетесь, в каких-то компаниях, да, у кого как, по-разному будет.
Вы видите, что женщины, вот последние годы, может быть, даже, я не знаю, десятилетия, женщины реально поменялись. Вы прекрасно видите, что женщины без какой-то выгоды шага не ступят. Женщины склонные к предательству, да, вы это знаете и по себе, и по своим друзьям, приятелям, по родственникам, вы много историй таких знаете. То есть здесь вот этих вот, да, перечислений очень много по поводу женщин можно сейчас говорить. Вы реально в женщинах разочарованы. И вот эта мысль, она не даст вам покоя, что все, останусь один, не хочу никого, да, я устал искать, я устал разочаровываться, я не знаю, как я буду жить с новой женщиной, если я им не доверяю, да. Ну вот такие мысли могут быть. Напишите, кого посещают такие мысли. И вы снова выпадаете императором, понимаете? Получается такой сильный, одинокий император. Император, который души не чает в ребенке, либо же в детях. Вот вы, ну реально, вы вот хотите, знаете, как будто прожить вот просто для себя, плюс для детей еще. Но это будет, по крайней мере, пока это будет ваша такая вот мысль наваждения, да, все больше вы будете об этом думать. Может быть, через какое-то время поменяется ваша мысль, но это уже будет другой расклад. Но вот ближайшее время это такое, знаете, какое-то разочарование, вселенское разочарование в женщинах, в институте семьи, да, вы прекрасно видите, понимаете, вот и по своему опыту, и по опыту своих вот друзей, знакомых, что мир перевернулся, да, миллион семей распадается, сейчас большинство семей реально распадается, браков становится все меньше. И то даже те, кто живут в браке, они большинство, ну, они имитируют семью. Это иллюзия семьи. Каждый живет своей жизнью, но это просто такая, реально, это блеф, это иллюзия, это не семья. Просто, чтобы не делить машины, квартиры, там ради детей кто-то сохраняет иллюзию семьи. Поэтому вот такая мысль, знаете, она будет у вас какой-то период сидеть в голове. Что же будет дальше? Ну, я не буду, знаете, я даже не буду дальше смотреть, потому что это будет уже другой расклад. Да, долго вы будете себя добивать вот этой мыслью. Вот такое, знаете, сегодня такой довольно пессимистический у нас расклад, необычный. Но знаете, что я вам хочу сказать? Что в любом случае не нужно опускать руки. У вас будет дальше любовь, ребят, это я так, чтобы просто и самой успокоиться, быть спокойной за вас, и вас немножечко взбодрить. У вас будет туз кубков, королева кубков, все у вас будет, даже двойка кубков. Кто второй разбираются, меня поймут, так что все чики-пики будет, ребята. Смотрите, вот этот период пессимистический нужно будет пережить. Вот пережить. Вы вот как цветочек вот это, да, вот будет распускаться, его нужно будет поливать, свою уверенность в женщинам. Поливать вот именно в том смысле, что когда появится ваша новая женщина, вот тогда вы, может быть, как-то попытаетесь доверять. Это будет такая тяжелая, кропотливая работа. Это будет очень сложная работа, но с помощью уже новой женщины. Об этом мы сегодня не говорим. Поэтому я к чему этот расклад делаю, да, что, ребят, не нужно ни в коем случае опускать руки. Потому что, в конце концов, жизнь дается один раз, да, и одиночество хорошо, когда оно временное. Хорошо, когда вы, ну да, там родные разъехались, вы там, ну, недельку, допустим, сами покайфовали дома. Но от одиночества, ну, я настолько знаю по отзывам и по статистике, ну, многие говорят, что просто волком выть хочется от одиночества, от ненужности, да, от того, что жизнь вроде бы пошла под откос, потому что мужчине важно для кого-то жить, для кого-то творить, да, мужчина по своей природе охотник и добытчик. Обычно нормальный среднестатистический мужчина
Он все в семью, да, вы это по себе знаете. Он все в семью, он и деньги в семью, он и обустраивает свое гнездышко. Мужчины любят что-то сами мастерить, либо что-то покупать в дом, да, обустраивать его. А когда этого нет, да, когда нет вот этой любимой женщины, когда дети рядом не суетятся, не смеются, вроде бы как-то это все не то, и жизнь теряет всякий смысл. Для себя это делать, ну как-то, ну не прикольно это, да, ну как-то это все не то пальто. Для себя это неинтересно. Для себя даже приготовить некоторым, ну просто лень, да, ну что я буду себе готовить? Ну правда ведь? Поэтому никогда не опускайте руки, никогда не нужно ставить крест на личной жизни. Нужно всегда помнить, что все женщины разные, все до единой. И неважно то, что когда-то вам одна, либо же, ну пусть даже две, три женщины сделали больно, не нужно всех под одну копирку. Все женщины разные, точно так, как и мужчины. И знаете, вот все равно эта магия вот в жизни, она есть. Верите вы в это, не верите, что то, что мы думаем, во что мы верим, мы притягиваем. Поэтому я всегда вам говорю, настрой на позитив, верьте в то, что придет любовь в вашу жизнь. Тем более, вот я вам показала, новая любовь, новая дама. Всегда нужно думать о хорошем, и тогда Вселенная вот таким чудодейственным способом, она вам это все даст. Все, что вы намечтали, да, ну, в пределах разумного, конечно. Поэтому все у вас будет хорошо. Не нужно отчаиваться. Гоните свои негативные мысли от себя, гоните прочих. Жизнь одна, она не повторится никогда. Это уже, да, если даже есть там другая жизнь, но это будет уже совершенно другая история. Но вот сейчас нужно прожить так свою жизнь, чтобы было что вспомнить когда-то там на пенсии, на старости, да. Получать побольше позитивных эмоций, побольше впечатлений. На самом деле, да, вот даже пока вы один, нужно искать какие-то вот хобби, может быть, да, вот какие-то занятия, да, отвлекать себя, чем-то занимать. Знаете, вот как говорят психологи, что человеку должно быть даже с самим собой интересно. Вот тогда и самооценка у вас нормальная считается, да, вот можно вот как бы такой маленький тест. Если вам одному с самим собой скучно, значит самооценочка у вас заниженная. У людей, у которых нормальная, именно нормальная, не завышенная самооценка, они всегда найдут чем заняться, и им никогда не бывает одному скучно. И в этом большой-большой плюс. Поэтому ищите плюсы, ищите какие-то занятия, хобби, смотрите какие-то познавательные передачи. Может быть, кто-то там еще что-то мастерит, ну, какие угодно могут быть хобби. И ждем свою новую ненаглядную. Никакого одиночества. Только новая любовь. Только новые впечатления, чего я вам всем желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!